Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 3. Ухелянд бежал с окраины, шапка на... Дамы и господа, честный люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Спасибо, что заглянули. Меня зовут Сергей. Не лысый таксист. Нет, видите, я сегодня в шапочке даже. Холодно стало. Весна, 4 градуса и туман везде затянуло. Я смотрю в камеру. Да, смотрите, в глазки. Глазки вам смотрю я. Пишут же такие комментарии, да? Он лживый, он не смотрит в глаза. В чьи я должен глаза смотреть? Вот как хочу, я так записываю. Хочу, я в камеру смотрю. Хочу направо, хочу налево смотрю, да? Это мое дело. Ладно, спасибо, что заглянули на каналчик. Я являюсь автором не только этого канала, но и этих обеих. Вы видите два QR-кода. Это влоговый канал, немножко Турции, обзоры отелей, поездки Скандинавия, Швеция, Норвегия, дача. Ну, в общем, всего понемножку. И музыка. Музыка различная, да? Понравится, подпишитесь. Нет, ну проходим мимо. За уши не притянешь никого, правильно? Правильно. Также видите QR-код, это телеграм-канал. Телеграм-канал был создан специально для этого канала, YouTube-канала, чтобы вы могли оставить свое мнение, комментарий, тот, что не проходит на YouTube, подискутировать. Кстати, дискуссии идут на различные темы, не только политика. Да, много разговора. Здесь много разговора. Это влоговый канал. Я так хочу, я так снимаю. Ребят, вам не нравится, вы не смотрите. Проходите дальше, отписывайтесь. Пожалуйста. Например, мою комьюнити, мне хочется, чтобы тут были добрые люди. Собирались. А не то, что говна на вентилятор нашвырять. И не обязательно должен показывать какие-то ролики. Можно просто пообщаться, так как это влог идет. Но это и был раньше канал, у меня влоговый канал. Влог 300, нет, не влог 360. Это был влоги от Сереги, да, влоги от Сереги. И довольно успешный каналчик был, я вам скажу, да. Но мне пришлось переформатироваться, так как надоело смотреть на это свинство все, да, на это отношение отпускников временных к налогоплательщикам, к странам, где они находятся, как они себя ведут, как они вжут в камеру постоянно, да. Надоело. Мне пришлось те ролики мои все под замочек, под ключик поставить, чтобы их никто не видел. Вот. И, ну да, были отписки. У меня где-то под 70 тысяч было подписчиков на этом канале. Потом у меня так тысяч, наверное, 30 отписалось. Ну, так как я не стал показывать больше этого всего. И я открыл новый канал. Влоги с дороги. Там, ну, так себе развивается, потихонечку идет там. В принципе, ну, я думаю, разовьется годик-два и нормально будет, да. Я никуда не тороплюсь. Так как это мое хобби, это не мой заработок. Да, я получаю немножко с Ютуба, я этого не скрываю, но это не мой заработок, это просто хобби, да. И то, что получаю, это все уходит налоги, да, вот купить камеру, купить дрона, купить то, для контентика, что-нибудь, и все. Вот, ребятки, такие дела. А теперь я вам покажу ролики, кролики-ролики. Одна украинка спрашивает, почему, и спрашивает у русских немцев, почему вы уехали с своей родины. Но тут такая чушь, она, в общем, чушь полную несет. Но перед тем, как показывать вам, я сделаю небольшую вам рекламку. Это Cargo In, компания моего друга, находится в Германии. Перевозит грузы, растамаживает по всему миру, США, Евросоюзу, страны СНГ, включая РФ. Вы не ослышались, включая РФ, да. Компания уже давно на этом рынке в Германии. Без проблем, без заморочек вам помогут. Если вы обратитесь от этого канала Влог 360, вы получите небольшую, но скидку. Вот такие дела, ребятки. Это была бесплатная реклама. Безвозмездная, можно так сказать, даже реклама это была. Ну, теперь мы перейдем к кроликам. Давайте послушаем тетку. У меня вопрос к русским немцам. Почему вы уехали со своей великой страны? Так, ответ сразу тебе на первый твой вопрос. Почему мы уехали с великой страны? Ну, мы вернулись домой. Вот тебе и ответ. Мы вернулись домой. На родину предков. Если ты истории не знаешь, это проблемы твои уже. Вот, тетка. Где владеет ваш великий Путин? Стоп. Как она выражается, сейчас правит там великий Путин. Но когда вот я уезжал, вообще СССР, наверное, был еще. Или только. Нет, уже СССР вроде не было. Мне было 16 лет, еще СССР не было. Уже не было СССР, кажется. Вот. Но я успел получить паспорт. И у меня даже в паспорте, до 16 лет у меня был уже паспорт. И у меня стояло немец в графе. Да? Если что.
Я просто возвращался на родину предков. Давайте ее послушаем. Тогда о Путине речь еще и не шла. И ваша страна, как вы говорите, расцветает. Почему вы уехали в Германию 25, 30, 35 лет назад и работаете здесь как рабы? Я с тобой не согласен. Кто тебе сказал, что мы работаем как рабы? Да, мы работаем. Ты посмотри, почти из 5 у 3 свои дома хорошие, и не по одному дому. Квартиры за границей. Да, это надо заработать, не наворовать, а надо заработать это. Кто-то в кредитах по 20 лет прожил, да. Но сейчас живут все очень хорошо и прекрасно, да. И какая ли эта работа ни была, это работа. И стыдиться работу не надо свою. Надо работать, а не бегать в тафель и орать «дай, дай, дай». У вас жизнь сурка, вы проснулись, а пошли на завод, смену отработали и пришли домой. И так происходит вся ваша жизнь. Неужели нельзя было ничего добиться за 25 лет? Я уже ответил тебе на этот вопрос только что, да. Добились, поверь мне, очень многого добились. Так как ты просто этого не замечаешь. Если они общаются на немецком, ты даже не знаешь, в Бундестаге даже сколько сидит русских немцев, как ты выразилась, да. В других амтах ты приходишь в джоб-центр клянчить, они с тобой не будут по-русски говорить, на русском. Они говорят с тобой на немецком, ты этого даже не замечаешь. Поверь мне, добились очень много. А я знаю, я вам скажу, добились вы знаете чего это? Работа на заводе раз, второе это писать пакостные комментарии, потому что моя жизнь интереснее, чем ваша. Наблюдайте. Твоя жизнь совсем не интересна, по крайней мере мне. Наблюдать за тобой нет. Вот я увидел тебя, да, ролик взял, мы его разобрали. Вы напишите, друзья, сейчас кучу комментариев, как вы относитесь к таким высказываниям. Правда ли вы, что работаете с утра до вечера, ничего вы не добились? Ну, я обращаюсь сейчас к тем, кто проживает, конечно, в Германии, да, как она сказала, русские немцы. Правда ли это или нет? Напишите, да, мне интересно. Я знаю очень много, да, людей, которые добились очень много чего и живут очень хорошо, да. Да, не все, но везде бывает, да, такой, не все. Ну вот, сейчас я вам включу еще один ролик, опять русских немцев задели, да. Что они лезут? Вот я не понимаю, русские немцы. Русские немцы первые помогали, когда они ехали сюда. Шли переводчиками, на вокзалах встречали, то сё. Ну, конечно, отплатили они-то, как всегда, поэтому отношение поменялось так быстро. Давайте. Пришло ко мне озарение. Я думала, но почему же русскоговорящие немцы так ненавидят нас, украинских беженцев? Бред. Нет такого. У меня вот, например, нет никакой ненависти, да. Для меня все равны. Все равны. Просто есть дебилы в этих народах. Если они ведут себя как дебилы, значит, они как дебилы себя ведут. А я не делю никого на нации, да. Просто среди разных наций есть дебилы. Люди. Ну не потому же, что мы украинцы, да, а они все в душе русские. Нет, наверное, потому, что в их голове сложился стереотип, как должен выглядеть каждый беженец. Ну расскажи, как же должен выглядеть, по твоему мнению? Я смотрю в глаза, я смотрю в камеру. И иммигрант впоследствии. Наверное, они думают, что каждый беженец должен быть голый, босый, холодный, в одном сандале и зубом через один, в коленопреклоненном положении и готовый работать. Куда скажете? Мыть жопы, подметать подъезды. Так, по твоим словам, мыть жопы. Я тебе приведу, мог бы привести кучу примеров и роликов. Я даже не стал искать в Италии. Кто моет жопы 90%? Твои соотечественники. Моют жопы уже по 20 лет. И выше они не поднялись, до сих пор еще языка итальянского не выучили. Вот. Дальше смотрим. Но не так сталось, я гадалась. Тут приехали украинцы, да, с нормальной стоматологией, с золотом в ушах, с перстнями, с кольцами, браслетами. Да, браслетами. И пошли просить деньги. Дайте нам денег. Нам не на что жить. Сейчас она, видать, подведет к чему-то. Давайте. С машиной не по одной, с образованием хорошим и не одним. С образованием? Ну, про образование были уже ролики, да, как просто купить диплом на Украине, даже в переходе. Я снимал ролики, сами украинцы про это рассказывали, кстати, да, сколько он стоит. 25 лет
5-3 образования высших. Ну, это бред тоже, да. Тетка, не надо гнать такие вещи, да. Вот, и, во-первых, чтобы образование твое тут подтвердили, выучи язык и иди подтверди образование. Сделай практику 2 года. И потом можешь говорить об образовании. Понимаешь, с денежкой на первое время. И мотаются туда, в Украину, потому что не безразлична судьба, возможно, своей семьи, своего дома, своих родителей, может быть, своего бизнеса и так далее и тому подобное. Нет, тут не надо так переобуваться, да, сразу. Бежали, значит, от войны. Там страшно, там бомбят, там убивают, по ее словам, да, вот это все. Бежали. А отпуск там можно провести. Значит, в отпуске ничего не случится или как? Да, вот это вот я не могу понять. Приехали беженцы, ну все, вы приехали. Будьте вы в этой стране, у вас временная защита, так сидите тут, так нет. В отпуск, значит, можно туда съездить, а жить мы там не будем. Значит, завод поехали в отпуск, в это время ничего не случится. Правильно, как я понимаю эту тетку? Тут можно сделать-то выводы. Слушаем дальше. Представляете? И как пердаки у всех порвались. Обязаны, они обязаны. Никому ничем мы не обязаны. Уясните себе. Есть право на работу, но не обязанность. Понятно вам? И мы сколько хотим, столько и будем ездить в Украину. Хотим работаем, хотим не работаем. Не ваше собачье дело. Живем на налоги, потому что это право каждого беженца, защищенное Женевской конвенцией. Понятно вам? А если что-то вам не нравится, вы можете подыскать себе другую страну. Я переведу это видео на немецкий язык. И последнее высказывание. Да, это мне не нравится. Она посылает немцев в другую страну. Вот так вот, ребятки. Если вам не нравится, езжайте. А налогоплательщики не нравится вам, езжайте в другую страну. Найдите себе другую страну. И будет все у вас хорошо. А они вот пускай здесь сидят на пособии. Да, это право их. Ну, есть такое право, да. Ну, есть еще и... Ну, хотя им это слово, наверное, даже не подходит, да. Я даже его называть не буду, этого слова. Так как оно просто несовместимо с ними. Ваше мнение, ребятки, мне очень интересно. Налогоплательщики. Вам не нравится? Езжайте из Германии, подыскивайте другую страну, они будут тут проживать. Только дело в том, что налоги, пособия они будут всю жизнь платить. Есть очень много примеров, когда за пособие надо возвращать эти обратно. И Германия возвращает эти пособия, забирает обратно. Как только ты устроился на работу, по полной. А всю жизнь пособия тоже платить не будут. Так что придется устроиться на работу и выплатить деньги обратно. Вот, ребятки, такой не очень короткий ролик у нас получился. Спасибочки, что смотрели до конца. Очень приятно. Пишем комментарии, свои мнения оставляем. Также не забываем про телеграм-канал. Вы видите, бзым-бзым. Там тоже можете оставить свое мнение. Всем добра, удачи! Мы шли по степям под небом серым, депортации тяжкий груз на плечах. Немцы России, судьба непримирима. От родины вдаль, в чужие края. Возвращаемся домой сквозь годы, но новый мир чужих нас встречает, где наши дома, где наша свобода, когда нас вновь судьба разворачивает. В багажах память, в сердцах надежда, в земле родной лишь эхо былых дней.
Новые гости приходят смело, без меры, и нас шлют в страны, где нет нас теперь. Возвращаемся домой сквозь годы, но новый мир чужих нас встречает, где наши дома, где наша свобода, когда нас вновь судьба разворачивает. Мы пели песни на старом языке, чтоб слышали звуки родных земель. Но жизнь меняет маршруты и сроки, и снова чужие стоят у дверей. Возвращаемся домой сквозь годы. Судьба, как река, не знающая берегов. Наши корни, наша кровь, наша свобода сквозь время вернут нас в родной дом.